Приветствую вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. И обещанная тема о черенковании хризантем мультифлоры. Ну и не только мультифлору, я попробовала почеренковать и новые цветы. Что можно сделать? Вот, допустим, у меня вот этот, здесь молоденькие, да, веточки, это можно использовать. Но я сейчас вам покажу, что выбирать. Вот цветы уже перецвели. Вот они перецветают. Что здесь выбрать? Если вот я вырежу просто один, допустим, у нас есть стебель. Вот. То, что уже цветы и то, что уже твердое вот это, здесь толку не будет. Здесь тоже череночек, вот не сильно, он твердый, уже одревесневший. Результат с него практически, я сейчас покажу, я делала уже 25 октября в знаке Дева укоренение. И брала разные части, и сейчас увидите результат. И что я делаю? Я ищу такие побежки, внутри обычно бывают, вот которые мягенькие, еще не успели зацвести. Вот такие. Сейчас я вырежу. Вот здесь твердая, да, одревесневшая, а здесь мягкая. Видите, она движется, вот эта веточка, очень хорошая, вовремя все поливалось. Что я делаю в таком случае? Вот здесь деревянные, мы его... Значит, под почечкой, ну что, там, где деревянная, все равно, тут деревянная нам тоже, я, видите, смотрю, белая, с него, по нему уже не пойдут соки, то есть укоренение будет слабенькое. Ищу дальше. Так, где-то чуть-чуть ниже листика, вот, это буквально 3 миллиметра, вот это нижнее обрезаю, и остается вот это, даже можно еще и этот обрезать. И вот этот череночек верхний, вот он нежный, он мягкий. По нему будут идти соки. И тогда сможет укореняться. И сажу. Вот смотрите, я хочу вам показать. Это 25 октября. Мне досталась одна всего-навсего веточка поломана из одного очень прекрасного куста мультифлоры. И вот что я сделала. Вот это уже результат у меня сейчас. Вот эти как раз, вот то, что я вам показывала, вот это твердые, вот они части здесь, они погибли. Видите, результата нету никакого. Вот они, твердые. По ним не шли соки, вот они засохли, и результат нулевой. Ну, а зато вот то же самое не прижилось. Здесь тоже были именно, видите, жесткие, твердые. А вот это кончики, вот их у меня 3, как раз вот такие. Вот хризантемочки, я их вот таким образом посадила. И вот они, малыши, у меня, вот там маленькие корешочки, доставать сейчас не будут, они зеленые, это 25 октября, 25 ноября уже месяц им будет. Вот они были и в теплице, и на улице, и уже их холодную температуру пережили, живые. Что я сделала? Еще, во-первых, беру вот именно плодородный грунт, который у меня есть. Чуть-чуть добавляю кокосового субстрата, чтобы была все-таки такая воздушная земля. И поливаю. Вот у меня просто уже в этом году, если у вас нету фитоспорина, вот этот фитоспорин гель с добавками, с микроэлементами, хочу сразу сказать, я не использую корневины, они у меня горят растения. И я ушла от этого, и я использую вот что-то такое щадящее. В данном случае фитоспорин это и убивает грибковые заболевания, и плюс питание замечательное. Если такого нет, насколько мне известно, нужно искать, вот смотрите, кремний, это Украина, но они должны быть обязательно и в других странах нужно искать кремний. Кремний – это тот элемент питания, который создает очень хорошие условия для образования корневой системы. Я уже в этом убедилась. И здесь вот с кремнием есть и витамины, и еще другие питательные вещества. Это для человека. А если для человека хорошо, то и для растений. Вот я вот этот растворчик, 1 таблеточка на литр воды. Я не устаю об этом говорить. Всего-навсего 1 таблеточка. И растворяем заранее или измельчаем в порошок и растворяем в теплой воде. Или же, если есть, допустим, надо утром что-то делать, я с вечера беру и замачиваю эту таблеточку в баночке литровой и перемешиваю до растаяния. Там чуть-чуть только останется осадок. Вот эта вещь очень ценная. Это можно купить, я думаю, во всех аптеках.
и оно послужит нам. Вот такой результат, видите, это 25 октября. Далее, что можно еще сделать? Я уже закрываю, этот я убираю, уже поздно. Я это занесу уже тепло. Почему? У нас уже холодно, а вот этим я сняла уже крышечку, месяц прошел. Очень медленно сейчас этот процесс идет. И я занесу в комнату, на веранду, там у нас не выше 18 градусов. 13, 14, 15, 18 градусов. Самое большее 20 градусов бывает, но это редко. И вот здесь вот они будут сидеть на окошке и там потихонечку далее укореняться и расти. Это я вам уже показала готовый результат. Не то, что я вот так нарезала и что получилось. Вот 25-го было закрыто, и я через где-то 2,5 недели сняла крышечку, когда увидела уже, что осталось зеленое, а что у нас уже другое, чтобы они дышали. Вот еще один вариант. Вот. Я уже здесь заклеила, но сейчас покажу. То же самое я беру, высаживаю. Вот, смотрите, разрезаю вот эту большую бутылку и высадила вот эти различные, вот это у меня вот эти крупные, крупноцветковые, и в них уже были вот эти пасынки. Видите? Я не убирала листики, я посмотрю дальше, что. Если дальше, они уже начинают потихонечку расти, но сами пасынки. Потом я смогу эти пасынки убрать, выбрать и срезать, и их пересадить. Но вот смотрю, что они живые. А живые благодаря тому, что снова же эффект у нас. То же самое, полив идет. Да, вот и уже один, видите, один высох. Я его выброшу. Нет, смотрите, есть живая почечка. Не буду я выбрасывать, хотя здесь корневой есть чуть-чуть, там вот маленькое беленькое что-то. Все, возвращаю обратно. Вот так вот. Пусть сидит, и закрываю. Мне чем нравится, что здесь снизу ничего не течет. И вот этот разрез залепила, закрыто. У меня тепличка, на окно себе положила. Температура укоренения черенков очень хорошая, где-то идет от 14 до 20 градусов, но не более. Самое большее это 20 градусов. Ну и если холодно, то они, конечно, будут на месте стоять, не двигаться, никакого процесса там не идет. Но здесь у нас фитоспорин, здесь кремний, и вот эти два вида вот этих важных питательных веществ, они очень мягко действуют на вот эти наши череночки, и вот они укореняются даже осенью. Вот уже скоро у нас и зима, сейчас у нас в данном случае сегодня я снимаю видео наперед, потому что в раке вот эти вещи нельзя делать. Сегодня 16 ноября, Луна находится в знаке Рак. А вот в Деве это можно будет сделать, и я заранее это видео выставлю, и вы можете еще испытать. Но если у вас только вот такие сухие, одревесневшие веточки, то на результат просто нет смысла надеяться. Если, вот, допустим, такое вот маленькое, цветочек убираете, только цветочек убирать. Если он чуть-чуть длиннее будет, можно будет, допустим, вот такую вот, чуть-чуть даже вот так меньше, вот под цветочком, вот одно вот деление можно вот так отделить. Вот. Можно даже вот таким образом. Здесь, конечно, листик мы будем убирать, потому что не должно быть в земле листика. И вот такой маленький череночек укоренить. Мне вот очень редкий вот удалось вот таким образом посадить. Я надеюсь, что я буду иметь хотя бы несколько саженцев и разведу это растение. Оно очень красивое. Но вот таким образом можно черенковать. Когда уже увижу, что оно там движется, растет, все-таки короткие световые дни, зима, я просто-напросто остановлю этот процесс и перенесу потом в холодное помещение, и они будут у меня ждать весны. Вот так я черенкую хризантемы, которые мне достались. Это редкие, веточка только. Я вот, или же то, что уже, если купили оно зеленое, тоже можно еще попробовать, так как я это сделала. И ждать вот таких череночков. Затем нужно переносить в прохладное, темное помещение, чтобы они уснули. И, естественно, они до весны, до марта месяца, потом вытягиваем, выносим на окошко и начинаем работать. Просыпать. Ну, а что делать дальше, мы обязательно вам расскажем. Подписывайтесь на наш канал, и вы будете об этом все знать. Всего вам самого доброго. Удачи вам. До новых встреч в новых видео.